Боевой вертолет готов к тайным операциям. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС начинает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Крутые стримы, отличная атмосфера, топ-реплеи, юмористические видео и новостные сюжеты по вселенной Generals Zero Hour. Это и многое другое вы сможете увидеть на канале Dark Dante TV. Денис достаточно круто делает свои ролики, теоретический подкон в мире генералов, организовывает турниры и шоу-матчи, имеет популярность у зарубежного комьюнити. Ссылочку на канал Dark Dante TV я оставил в описании. Те, кто не подписан, подпишитесь, поставьте лайк, передайте ему от меня привет в комментариях. Давайте прибавим активности на его канале, он как никто другой этого заслуживает. Карта Sand Scorpions. На верхней позиции стартует Хохарт за официального генерала США Грейнджера. Снизу начинает Hero, генерал Джазис, специализация Подрыв. После просмотра напишите комментарий, поставьте лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Ну а прежде чем начать, я объявляю конкурс на лучший реплей этого месяца. Денежный приз составляет 1000 рублей. Присылайте свои повторы в Discord канал Сурклан в разделе топ реплеи, ссылка в описании. Лучший реплей попадет на канал, а победитель получит 1000 рублей. Дерзайте, друзья! Итак, что же касаемо Хохарта, кстати говоря, спасибо большое за предоставленный реплей. Вообще достаточно много сейчас людей стали присылать реплеи мне в личку в Дискорде. Большое спасибо за вашу активность. Я смотрю, хорошие какие-то реплеи, по моему мнению, естественно, попадают на канал. И уже едет, кстати говоря, да, дозер отменять рабочих и попадает уже на минку. Достаточно Hero предусмотрительно ее поставил, прежде чем поставить норку. Он установил сюда фугас, и дозер не смог отменить здесь рабочего. Рабочий спокойно минку достраивает. Ну и, естественно, Глашник сейчас разыгрывает позиционочку. Норка справа, норка в центре. И рабочий прибежал уже на левый фланг, на полуостров сюда. Также, скорее всего, в будущем будет устанавливать здесь ресурсный центр. Будут норки. Позиционочка. Также Ребель побежал, кстати говоря, только как-то далековато. И уже изучен захват. Hero будет играть через захват. И что же касаемо Хохарта, уже одна вышка сейчас появляется у него в активе. Да, уже бустанулся на 1000 баксов. Также справа уже прибежал Рейнджер и будет захватывать вышку. Так, а что у нас билд? Так, два филда и спам Команчи. Пока еще не изучен стелс, но я думаю, что в скором времени он появится и будет пушить Хохарт через Команчи. Так, кстати говоря, уже этим занимается. Вот уже прилетел Команчи. И, как я понял, попытался здесь отменить захват. И слева, кстати говоря, рабочий куда-то пропал. Скорее всего, Хохарт уже этого рабочего-то отменил с помощью этого Команчи. И направо тоже Команчи прилетает. Ну, потихонечку подбирается через воздух Хохарт к своему сопернику. Вторую вышку также для себя взял. Ну, а Hero тем временем забирает себе центр. Ставит уже Стингер позицию. Вышка также захвачена. А на мейне тоже уже себе вышку захватил. Сейчас у каждого из бойцов в активе по 2 вышки. И первый такой мини-выпад от Гла. Он идет в сторону вышки как раз таки. Ну, Рейнджер сразу же до свидания. Вполне спокойно квады с ним справляются. Ну и нужно, я так понимаю, бить вышку. Ребеля здесь нигде нет. Соответственно, скорее всего, ее-то Hero уничтожит. Хохарту и 4 Команча уже со стелсом идут вперед на базу к Hero. Да, сейчас Глашник-то будет терпеть. Это явно. Начинается дамаг по вышке. И, видимо, будет сейчас нефть обрезаться Джазизу. Ну-ка, ну почему-то отходит Хохарт. А, он решил немножко подальше, видимо, отойти, чтобы, возможно, квад быстро не смог подъехать к этим Команчам. Ну и вышка, все, до свидания. Да, остается сейчас Джазиз с одной вышкой. Теряет Hero. Ну, кстати говоря, еще и справа здесь одну вышку захватывает, поэтому, в принципе, сейчас восстановит преимущество в вышках, так как Хохарт уже вышку ранее потерял, то у него остается одна, а у Глашника опять их 2. Ну и плюс квады здесь дежурят, не дают Команчам подлететь. Там, посмотрите, еще 4 Команча подлетело, и в сумме уже 8 летает в воздухе. Да, нужны квады, и достаточно большое количество есть. У Hero 2 завода, Стингер позиция стоит, но одна норка всего, правда, на мейне. Мне кажется, что стоит еще по парочку добавить, и, в принципе, еще бы как-то деп, что ли, нарастить, побольше бы с квадов и стингеров.
Так, справа команчи прилетели, уничтожили вышку. Все-таки Хокарт уничтожает нефть своему сопернику. Ну и выпад от Гла. Глашник идет вперед, а там толком-то и нет защиты никакой. Всего лишь 2 команча для квадов. Это абсолютно не проблема. И 3 филда. Есть 3 филда у Хокарта. Он возвращает полностью всю свою авиацию. Начинает пробивать филд Hero. И ракеты летят вовсю. Уничтожают пачку квадов Hero сейчас. И неужели он потеряет ее всю в размен на 1 команч? Даже филд не забрал, достаточно печально. Очень много денег. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 квадов сейчас было потеряно. Да, печально на самом деле сейчас для Гла. Ну а слева все-таки ставится Норка. Как раз таки под ресурсный док. Здесь 30 тысяч баксов есть. А на втором, скорее всего, тоже будет 30к. Центр также Глашник качает. Достаточно хорошая оборона. Есть и ракеты, есть стингеры в доме, как ракетчики сидят. Норка одна имеется. И есть квады. И квады сейчас бьют по воздуху. Воздух пытается как-то прощупать, что ли, этот центр. Но Hero на страже. Он не дает залететь этим команчам. Так, Хокарт облетает по правому здесь флангу, что ли, по хребту, и вдоль карты идет как раз-таки на базу сейчас к Глашнику, а там всего лишь одна нора. Если там квады, но квады не выходят, это было бы очень опасно. 2 вышли из военного завода. Так, Стингер отлетает, квады также разлетаются, и все, получается, что ли, что блок базы. Кстати, у Хокарта был потерян 1 команч, и разбивается казарма. Надо бить военные заводы, причем срочно. Еще 2 квада выходят, квад минус, второй нужно закрыть, и отлетает военный завод. Бить второй, Хокарт. Скорее просыпайся и бей второй военный завод. Ну и Hero тем временем не стоит на месте. Он начинает прощупывать, что ли, Хокарта также на базе. Дозер сразу же спрятался в Чинук. Чинук уходит. Это очень опасно на самом деле было. Но квады были далековато, поэтому не достали бы, наверное, по этому Чинуку. И он уходит вот сюда в угол карты. Нужно срочно ставить каркас. Очень срочно. Всего лишь 2 здания у Хокарта осталось. И неужели сейчас эта игра закончится? Ну как же так? Кстати говоря, Hero также потерял свой мейн. Команчи уходят, улетают налево. Там уже также Глашник обосновался. Есть ресурсный центр, 2 норы. И в доме, как сидят ракетчики. Хокарт прощупывает одну из нор и уничтожает. Уничтожает эту сеть тоннелей. Так, и вторая также будет уничтожена. Но там ракетчики настреливают. Опасно. Нужно улетать. Не нужно терять сейчас команчи, потому что у Хокарта, мне кажется, это положение сейчас печальное. Потому что всего лишь одно здание на карте и только воздушные юниты. Кстати, вот еще команч один стоит. Ну, просто стоит. Тем временем Глашник уничтожает последнюю, как я понял, вышку на карте. Хотя нет, вот я ошибся. Есть одна вышка еще у Глашника. Так, ну а у Хокарта уже все. По экономике-то ни саплаев, ни вышек. И всего лишь электростанция из зданий. Ну вот есть, кстати говоря, каркас командного центра. И 3275 баксов есть в запасе. Так, команчи дальше летают. Напоминаю, в стелсе. Что у нас по грейдам? Ну, кстати, да, и на контрмеры есть, и на ракеты. Так, на дополнительные кассеты. Казарма отлетает, вышка также в минус. И что же будет дальше, друзья? Вот это мне вот очень интересно. Катается пачка квадов. Ищет Хокарта Hero. Явно он понял, что где-то есть каркас. И сейчас эта пачка катается. Но нет у Глашника военного завода. Ну есть, вот появился один. Но одного, мне кажется, будет-то маловато, чтобы противостоять такому количеству команча. Опять облет. Опять Хокарт летает. Пытается как-то вгрызаться в Глашника, как клещ в брюхо, что ли. Грызет, пытается где-то что-то урвать. Так. Команчи начинают бить. Бьют, Стингер позицию уничтожается, но размен на 1 команч. Нельзя Хокарту сейчас, напоминаю, терять юниты. Он в очень и очень печальном положении. Да, есть командный центр и 4-й ранг, кстати, у Хокарта. Инспектор Гаджет полетел пробивать саплай. Там еще и двойная А10 идет, но под квады попадает, но не сбивают квады. Не сбивают. Команчи идут на оборону командного центра и электростанции. Инспектор Ганшип не смог пробить ресурсные центры. Двойная А10 бьет
в военный завод, но военный завод будет отстраиваться. Даже не знаю, как охарактеризовать эти повышения. Вроде бы как бы и пробил сейчас Калашника-то, и ресурсник почти закрыл, и военный завод практически отлетел, но тем не менее они отстроятся до конца, они не закрыты. Пытается Хохарт как-то подлететь так удачно, что ли, но не получается. Очень много квадов, и вновь размен на Каманч. Строится Норка, но почему-то Хиро отменил этот каркас, и сразу же закрывается рабочий. Рабочий уничтожен. Квады слишком близко друг к другу стоят, и вновь ракеты работают, и пачка потеряна. Потеряна пачка Углашника. Тем временем Хиро устанавливает третий ресурсный центр уже на бывшем мейне Хохарта. Но нет юнитов, два квада, и это все. И летят сейчас Каманчи Хиро, разбиваются эти квады, отменяется строительство Норки на 98%. Норка закрыта, там на пути военный завод, на пути ресурсный центр, и Хиро решил не продолжать. Решил не продолжать сопротивляться и просто сдается. Молодец, Хохарт. Хорошо разобрался, даже в, казалось бы, таких тяжелых условиях все-таки смог победить. Молодец. Ну и Хиро нужно отдать должное, он тоже делал, мне кажется, все возможно для того, чтобы как-то побеждать, что ли. Поэтому оба бойца крутые. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что из любой ситуации всегда есть выход.